Don't you remember your adventure plans, my lady? Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня по-прежнему зовут Александр, и сегодня мы с вами играем в Genshin Impact. И нам предстоит миссия персонажа Тигнарии. Катерина, рассказывай. Путешественник, ты как нельзя вовремя. Погодите, знакомая интонация, опять новое поручение? Да, ты угадала, но это особо важное поручение. Оно касается безопасности жителей леса Авидия. Что? Что случилось? Не так давно мы получили известие, что часть леса Авидия подверглась загрязнению. В кавычках. Загрязнению? Неужели это новая зона увядания? Мы не знаем точно, но говорят, что у всех путников, проходивших через эту зону, со здоровьем творится что-то неладнее. Наверное, через Кингисе проходили. Жители леса не хотят просто так оставлять свои дома, и если загрязненная зона будет разрастаться, это может привести к ужасным последствиям. Так. Наверное, там что-то курит Тигнари. Давай его спросим. Он же у нас лесничий, он все понимает, да? Фенек. А наша девочка, это, я так понял, кошечка. С фиолетовыми глазами. Так. Предлагаю добыть немножко мяса. Опять тут спит. Ничего. И ничему жизнь его не учит. Ну-ка, 3 мяска. 3 мяска. Все-таки так как же классно, что в этой игре мясо не портится. Делюк бы просто бегал и вонял. А вот он, наш пушастый друг Тигнали. А это ты? А это? Кто это? Тише. Мальчик, блин, жалко его. Братец Тигнали, как же голова кружится. Наверное, мне конец. Хнык-хнык. Передай маме. Зря я ее не послушался. А еще я сломал сумную игрушку и боялся ей признаться. Думал, она не станет со мной дружить. Прости. Извини за меня. Бедняжка. Братец Тигнали, я слышал, после смерти люди возвращаются в птиц. Это правда? Я как будто вот-вот взлечу. А что такое? Тигнали, неужели этот мальчик? Ну, хватит болтать глупости. У тебя просто небольшая температура. Примешь лекарство, выспишься хорошенько. И через пару дней снова будешь как огурчик. Правда? Тогда, братец Тигнали, пока я не рассказывай никому, что я сломал Сунину игрушку. А ну уж нет. Ты большой мальчик. Как поправишься, надо будет пойти и извиниться. А если будешь держать это в тайне, никому лучше от этого не станет. И писька отвалится. О. И вообще, ты же никогда не болел. Почему вдруг сейчас расклеился? Не знаю. Мама запретила мне ходить в лес, но мне так хотелось на него посмотреть. А лес стал совсем другим, я заблудился, долго не мог найти дорогу обратно. А когда вышел, закружилась голова. Неужели? Это была загрязненная зона?
Вот оно что, значит так. Ты пока ложись спать и без моего разрешения никуда не убегай. Окейушки? Алрос, Паймон, идемте за мной. Идемте. Вы выходите из комнаты следом за Тигнарией. Господин Лесной Страж, что с моим сыном? Я дал ему лекарство от жара, пусть пока немного поспит. Я пообещал ему, что лекарство скоро подействует, но сказал это для большого утешения. Симптомы похожи на обычную лихорадку, но причина заболевания в другом. Скорее всего, у мальчика расстройство сознания. И лекарство от жара тут вряд ли поможет. Короче, у него кукуха поехала. Надо его ложить в писькушку. Господин Лесной Страж. Насколько я помню, трава в Асанте оказывает сильно успокаивающее действие. Эта трава растет на сухих пустынных землях и встречается довольно редко. Внешним видом напоминает пожухший сорняк. Но оживает. Очень быстро титры отключаются, да? Я попробую достать ее у торговцев, а ты ступай к Калее, пусть она достанет все, что нужно для приготовления лекарства, а заодно соберет мне вещи в поход. Хорошо, спасибо вам, Аша. Как Саша, только Аша. Да, Тигнари, это новая зона увядания? Не похоже. Судя по размерам внутреннему устройству и причиняемому урона, это нечто совершенно иное. Единственное, что объединяет эти зоны, мы им не рады. И раз неприятности случились в лесу Авидия, я не могу это так оставить. Мы согласны. Хорошо, тогда предлагаю сначала отправиться к торговцам, купить у них немного травы в Асанте и заодно расспросить о загрязненной зоне. Время не терпит, нужно действовать как можно быстрее. Давайте пойдем. Пойдем. Купите у торговцев травы в Асанте. Так, опять пойду свои кровные тратить. Этот Сумеру очень любит забирать у меня мои денежки. А ты чё прыгаешь? Лекарственная трава. Привет, братишка. Прошу прощения, мне нужно купить немного травы в Асанте. Вы ей торгуете? Извините, господин Лесной Страж, мы временно приостановили торговлю. Приостановили торговлю? Вот странно, я раньше от вас такого не слышал. Эх, долгая история. Не так давно нас ограбили. Мы лишились части товара. Грабитель забрал механические детали, которые мы выкупили у Академии. Модели старые, но на рынке такие детали ценятся очень высоко. Мы несколькими караванами собирали Муру, чтобы купить эти детали. Теперь товар пропал, и нам не избежать убытков. Мы посовещались и решили поднять цены на остальные товары. Но до тех пор, пока мы не договоримся о ценах, торговлю вести просто нельзя. Не понимаю, если это такой ценный товар, то почему бы не попробовать отбить его у грабителей? Повышение цен проблем никаких не решит. В лучшем случае покупателям придется платить за убытки. Господин Лесной Страж, мы оба и рады вернуть товар, но грабитель схватил наши детали и скрылся в лесу. Нам сказали, что в лесу сейчас очень опасно. У людей, которые приходят оттуда, случаются расстройства сознания. Mental anomalies. Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока грабитель вернется из леса с нашим товаром. То есть грабители схватили механические детали и скрылся в загрязненной зоне. Сколько человек было в банде? Загрязненная зона на них не влияла? Грабитель сам выскочил из загрязненной зоны. А сколько человек было в банде? Наверное, ни одного. No people? Боюсь, вы поднимете меня на смех. Наши детали забрал гигантский механический краб. Что ты куришь, чел? Наркотики — это очень плохо. Что? Неужели в лесу Авидии водится такое говно? Это тот самый краб?
Честно говоря, не самые приятные воспоминания. Скорее всего, краб проворачивает такое не в первый раз. Интересно. Просто в английском слова более емкие, и пока я читаю, он уже вырубает. Ладно. А если... тогда я буду дочитывать, они будут стоять. Лучше так. Должна быть динамика. Ой, погоди. Просто переводчики, они на покер переводят абсолютно. Здесь текст... Понимаешь, то, что говорят персонажи, отличается от того, что написано. Они просто на покер переводили. Причем иногда противоположно вообще говорят. Понимаешь? А тем более удлиненный. Ну, воды много, видимо, им платят за каждое слово, по-моему. После ограбления я наводил справки у местных жителей и у торговцев из соседних караванов. Так, что пока никто не смотрит. И не будет, наверное. Когда показывают детей, они только делают, что прыгают, по-моему. Им вообще заняться нечем, я понимаю. В мире, где есть магия и всякая херня, мы прыгаем. That thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. Расспросите людей поблизости. Я тебя расспрашиваю, песчаник. Механик Краб сильный и очень быстрый. С ним не так просто сладить. В обычной схватке мы в 10-сером с ним не справимся. Where did that thing come from? Our salaries even got slashed because of it. Who would have thought that robber was an Не все же песчаники плохие, да? Они наемники. Просто некоторые промышляют... То есть есть адекватные челики. Ну, там персонажи даже есть. I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. Это которая наемник? Ну, в смысле, которая охранник? Но ее еще кто-то не анонсировали еще. Блин, почему выпускают каких-то ноунеймов? Ну, в смысле этого. Это баба с щитом, которая никому не нужна. Выпустили бы это сразу, слышишь? Значит, в следующем обновлении ждем сюжет про этих додиков. Ой, ладно. Что, есть хорошие новости? Мы узнали, какие у него повадки, но в этом деле остается так. Мне подчиняются заданным командам. Может быть, он собирает их для себя, чтобы себя строить? Какой-то особо интеллектуальный крабик механический. Верните товар. Если у вас есть деньги, то у гаджета есть товар. Кстати, вот на Сумеру идеальны были бы гаджеты, да? Organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has a mechanical composition, it lives in the contaminated region, and it comes out to steal mechanical components. If we have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further conclusions. Well, chatting like this won't get us anywhere. We're only wasting time. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours. Вернем мы тебе товар, вернем, чувак. Не очкуй, это же игра. Мы все равно за всех все будем делать. Хочешь, и я это тебе за 2 примагема почешем. За 3 и не такое можем.
Our Вы act же has to be понимаете, да? convincing if we want the crab to fall for it. Kill hers. Oh, yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to do whatever you need. I'll have to decline that Это offer. лишнее. Чтобы выманить его из леса, мы притворимся торговцами из каравана. Пойдем мимо с механическими деталями и вьючным яком. А потом съедим его. И вьючного яка, и механического краба. Его механическое мясо. Я надеюсь, хотя бы оно будет похоже на краба. Больше, чем крабовые палочки. Как ты думаешь, что по вкусу больше похоже на краба? Крабовые палочки или механический краб? Думаешь? А если крабовые палочки с имитацией механического краба? Я их ни разу не ел. Но ты не пробовала, женщина. Судя по распоряжению торговцев пути, краб нападает на караваны где-то здесь. Это за дело, надо поймать этого злодея. Да, начнем отсюда. Вьючным яком детали и пустим его вперед. Вьючный як к нам пока не привык, надо его немножко успокоить. И чё? Следуйте за вьючным крабом, а почему... Ой, яком. А почему на него нельзя сесть? Я бы поехал нормально так. По жопке. И мясо с него не добыть. Почему он остановился? А, покормить? На. Кормлю тебя твоим же мясом. Ну что, вкусно этот братик у тебя? О, бегом побежал, смотри. Вьючный як. А, это тот самый крабик обычный, что ли? Я думал, какой-то особенный будет. Вы слышали? Гру. А, тот самый механический краб, о котором говорили торговцы. И он несется прямо на нас. Кажется, с ним будет не просто сладить, осторожно. А ничего, что мы 100 таких убиваем? А чё, тигнарить не дали поиграть? Ну что, заданный столик. Так, давай. У меня бебра, я нашел способ убивать с помощью бебры. Представляете? Заходите в церковь, а там бебра такая со своими этими дендроракетами. Смотри. Давайте дендроракеты, убивайте его. Бебра безжалостная. Гру. Так, я в щит бью. А, все? Нельзя? Гру. Бессовестный краб, грабитель караванов. Только попробуй ударить. А, удрать. Гру. Эй, не прикидывайся дурачком. Ну-ка признавайте, зачем тебе столько деталей? Поймон, кажется, он не понимает. Да, вряд ли он способен понять сложные вопросы. Присмотрите за ним, а я поищу его добычу. Без проблем. Который отыскивает товар награбленный. Не знаю. Зачем тебе понадобились эти детали? Но они не твои. Все украденное нужно вернуть хозяевам, согласен? А почему, кстати, он успокоился? Кажется, он расстроился. Ты ведь пришел из самых дебрей загрязненной зоны. И если так, окажешь нам одну услугу. Поможешь нам оттуда туда добраться. А я дам тебе в награду вкусняшку. Гру? Он ответил? Неужели он понимает? Не уверен. Возможно, это радость, просто механическая реакция при виде новых деталей. Ладно. Значит, ты хочешь, чтобы этот краб провел нас в загрязненную зону, да?
Верно. Загрязненная зона имеет большие размеры и постоянно расширяется. Обыскать ее целиком будет довольно трудно. Не зная дороги, мы будем плутать наугад по лесу. А этот маленький живет в глубине загрязненной зоны и наверняка знает. Просто знает. Да, явно гид нам не помешает. А, вот оно что. Ну разве он не сможет понять твои команды? Это не так важно. Главное, что он больше не хочет на нас нападать. А я дам ему детали, и он понесет их в загрязненную зону. Если он не будет нас атаковать, мы сможем пройти туда следом за ним. А там наверняка какая-то засада, правильно? Кажется, он обрадовался. А я думал, они не интеллектуальные, типа. Ну, типа, слишком механические, если можно так выразиться. Понятно? Понятненько. Ага. Так, погоди, значит, что он понял, да? Кто знает, сейчас первым делом надо отнести детали торговца и купить у него немного травы. Понимаете, да? Поставим ловушек, чтобы краб никуда не убежал. И опять все делаю я. Так, погоди, он бомбочками накатал. Ох уж этот тигнария. Может, телепортом используется. Да, точно. У него же даже ешка с дурманом. Он явно любит побаловаться. А, знаешь, он местный, блин, как зовут этого торчка, который, ну, который пел там Smoking Every Day. Я забыл. Который такой темненький, и он постоянно курит и поет про это. Нет, в обычной жизни. Просто ты играешь в Genshin, говоришь про Genshin, и вдруг спрашиваешь какого-то чела. Я понять пытаюсь, о чем вообще. Нет, я имею в виду, он здесь типа кайфарик. Хочется сказать Боб Марли, но не Боб Марли. Какой-то, блин. Я помню. Когда надо, я это забыл. Я принес вам то, что вы искали. За это вы отдали мне то, что я искал. Значит, мы с тобой в расчете. Есть сложная экосистема, в которой существует множество различных видов. Даже без механических крабов здесь довольно опасно. Будьте осторожны на этом маршруте. А до тебя он не знал, что здесь что-то водится. Ну, прям вообще. Ну, это такая, знаешь, вчера родился. забота. Просто он показывает, что он типа умный такой, ты тупой. Дело в том, что ты он торговец. страж, поэтому он не мог не сказать этого. Он типа, он оправдывает, что ему платят. Он обычно сидит, курит такой, а я, короче, могу предупредить, и мне за это заплатят. Такой, хорошо. Вот ты вот видишь тигр, короче, не иди, а то он тебя съест. Воспользуйся телепортом. Ты женщина, не говори пурику. Иначе тигнарь тебя съест с тигром. И скурит. Так, да смотри, что можно делать. Человек-паук. Крюк-кошка, которая сейчас есть абсолютно в любой игре. А вон это стоит. Фиолетовая женщина. О, Паймон, привет. Мастер, я собрала все, что нужно для приготовления лекарства. Хотите, я разотру траву по твоей жопке? Нет, здесь важно не ошибиться с дозировкой, лучше я сам. Но расстроилась, что не подряд его. Блин, печалька. Но когда лекарство будет готово, тебе надо будет отнести его мальчику. Он немного нервничает, когда видит меня рядом. Наверное, кажусь ему не самым приятным человеком. Мне просто страшно представить, что он с ним наедине делал. Он уже боится. Ну, он же знает его секрет, что он типа игрушку сломал. Теперь мальчику в глаза. Дарья, стыдно смотреть. Ну как, ему лучше? Кажется, в голове у него прояснилось, и температура начала спадать.
Он просил передать, что к нему пришла Суна, и он рассказал ей про игрушку. Суна не обиделась, поэтому он просил передать его. Вам спасибо. Объясните, что случилось. Да ничего. Ты собрала мне вещи в поход? Собрала. Наставнику предстоит далекий путь. Да, мы собираемся в загрязненную зону. Судя по ее размерам, нам придется там ночевать. Пока меня не будет, это хорошо. Да? Мне до вас так далеко, и письку мне меньше. And once they've been done, you'll realize they weren't as difficult as you once thought they were. Deal with problems as you yourself see fit. You don't have to emulate me. Точно, у тебя все получится, коллега. Ладно, я попробую. Наставник, Паймон, будь осторожен. За нас не беспокойся. Все будет хорошо, вы поймете, зачем нужна эта экскурсия, когда мы доберемся до загрязненной зоны. Кажется, вы верите в меня больше, чем я этого заслуживаю. Но я согласен, все должно пойти четко. Четко. Йоу, мне дали книжку. Я не удивлюсь, если их шиперы. Да? Да. Нет, наверное. Надо посмотреть. То же самое, что Гора? Да. Гора это собачка? Да. Почему именно с ней? Я думал. Он же ей служит. Да? Да. Вообще было бы логично его и Яймика. Вообще, чтобы ты знал, его шиперят с Ита. Да? Знаешь почему? Дело в том, что если его встречу проходить, ты узнаешь, что я и Мика сыграла с ним злую шутку. Короче, по договоренности он типа в газете на письме под видом под псевдонимом. Вот. А псевдоним женский. Короче, So it should still be here. Да, я видел. Да. С ним в женском виде. Маленький, привет. Ах, вот ты где. You honored our agreement and waited here until we Ты returned. правда наш As such, дождался. I'll hold up my end and give you another mechanical part. Вот твоя деталька. Keep it safe. I'm Если not giving потеряешь, you новую another не one дам. if you lose it. Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the Avidya forest to become like this? Поэтому их и шиверить. Его в женской версии шипят? Да. Ну, как там будет прикол, типа, что город потом схватил это и... So this is the contaminated region that everyone's been talking about. Oh, it definitely looks different from normal. It's like really creepy and suffocating. Do you feel unwell at all? Как самочувствие? Да, вроде нормально. Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. How do you know that? Откуда ты это знаешь? I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? Не знаю, звездочки. Они слишком сильно сияют. This flower species is Научное название этих цветов — сумерская роза. Еще их называют ориентирами артерий Земли. Они чувствительны к изменениям энергии в артериях Земли. В зависимости от уровня энергии сияют то ярче, то тусклее. Слишком яркое сияние говорит о том, что уровень энергии, короче, много все плохо. Это так. You're saying the contamination here is coming from ley lines? I can't confirm that right now, but I think that is the case. Let's take another look around and see if we can discover more clues. А вдруг найдем? Вдруг найдем. Я тебя возьму. А я тебя возьму. И тебя возьму с собой.
Мы же не встретили в лесу никакой живности. Раньше здесь звонко пели птицы, лисы снова сновали туда-сюда. Судя по всему, с загрязненной зоной случилась серьезная утечка артерии Земли. Скорее всего, это и приводит к расстройствам сознания у тех, кто сюда возвращается. Животные очень восприимчивы к переменам, и едва почуяв неладное, они ушли из этих мест. Надо же, утечка артерии Земли приводит к таким серьезным последствиям. Как у разных растений есть привычные условия для роста, так и мы постепенно привыкаем к окружающей нас среде. Как любит температура, влажность воздуха. Короче, до хера чего, и будет равновесие, и все будет четко. Вот. Если коротко объяснить. Но когда условия резко меняются, равновесие нарушается, и в организме человека случаются сбои. При изменении температуры воздуха человек постепенно подстроится под новые условия. Да. Ясно. Ну почему тогда с нами все в порядке? Не знаю, почему все в порядке с тобой, но я и Челик умеем использовать силу элементов. Она помогает нам быстрее приспособиться. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. That's about it for the investigation. Разведка почти окончена. Давайте найдем открытое место. Я собираюсь провести один эксперимент. Среда безветренна, целевые значения норма. Настройка завершена, отлично, устройство работает. A purification device that I made. It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. What a neat thing! Let's set up more and cover the entire region! I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluents, we'll need to tackle the source. That's right. The mechanical crab is acting a little strange. Он очкует. Там что-то есть. О. So that's it. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. Да что не дают тигнари, козлы? Let the show begin. Не то нажала. Инадзума что-то нету. Не ходит в распространенные шиперские пары. А сама часто что? Правда, хочешь что знать? Ну, на Чэнь-Юнь это, да? Синсю. Ну, это как понятно. Нингуан Бэйдоу. Эола Эмбер. Нингуан с Джунли. Ну, путешественника, игровые персонажи. Так понятно, Бэйн пишет. Сяо Сахаров Забеда. Барбара Стрейзен. Еще Рейзера с Беннетом? Почему? Ну, типа они такие, два странненьких.
один попадает в передряги, а типа, а Рейзер ходит его спасать. Да? Да. Фишель тоже такая долбанутая же. Поэтому ее с Беннетом тоже. Да? Да. Фес. These injuries are superficial. Don't move, I'll patch you up. Я наложу тебе повязку. Куда подевались механические монстры? What happened to those mechanical monsters? Мы их Don't съели. worry, we took care of them. Oh, good. Хорошо. Вот и хорошо. That's good. Гуру. О, монстр, расправьтесь с ним скорее. Не монстр. Типа. How do we explain this? Krabby here Этого краба isn't a можно не bad бояться. It heard you shouting for help and brought us here to rescue you. Почему он такой не агрессивный стал? It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. Do you know what's inside the forest? It's all. Согласись, It's all crawling with mechanical freaks. Я пришел в лес за целебными травами, но случайно забрел в загрязненную зону и едва не лишился... Он замечтался, что ли? Он въезжает, надо скорее выносить ноги. Yes. И вы берегитесь. Дружба с механическими созданиями не сулит ничего хорошего. Держитесь от него подальше. No wonder the academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Mechanical. Those Механические things это should be mechanical. annihilated. Are you okay? His окей. inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside Наверное, the классно жить в contaminated region Америке, for да? too long. И быть англоговорящим. Все игры, фильмы смотреть первыми и всегда в твоем переводе. Ну, вернее, озвучкой. Что-то слишком кайфово, мне кажется. At that point, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. Обширная разная информация. И вся на твоем языке, капец. Зависть. А чего это ждет? So you think you did a good job and want a part as your reward? It's so hard to understand. Alright, regardless of what you're thinking, you did some real good this time. That's why I'll give you another mechanical part. Need any help with it? Нет, не Guess помогу. not. Well, make sure to hang on to it. What was going through your owner's mind when he made you, I wonder? You're like a giant mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? Okay, it definitely doesn't understand you. It seems like it possesses limited understanding only towards matters related to mechanical components. Help others to get parts. That's probably its thought process. As for why it, or rather its owner, is collecting so many components, I'm not sure. It's getting late, so let's set up camp for the night. We'll explore further tomorrow, after a night's rest. Завтра мы продолжим экспедицию. Hey, Подходящее место. over here. Да, ох, чё? Come on, you big lummox, raise your head and look up. Пошел в жопу. Я офигел, когда у меня тогда... Да? Нате, подмочу тебя. Штанишки. Let's set up camp here. А здесь разобьем лагерь. Отлично, поймем. Место самое подходящее. Да, а Any particular почему? reason? This place is perfect to put up a big tent. Покемон. We Ну, can давай. also set up a cooking pot and cook tons of delicious food. Типичный You're not поймон. wrong, but the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet. You should always be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer.
I'll set up the tent, you'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles nearby. Leave it to Paimon. Паймон лучше всех умеет искать съестное. I'm not expecting that much. А еще Сян Лин умеет. That's right. You can use rushes to start a fire in the wilderness. Their piths are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. Traveler, Tainari. Покемон ни хрена не нашла. Только сифилис. Казалось, в тропических лесу столько всякого странного, разные непонятные грибы, не разберешь, что можно есть, а что нет. А еще Паймон увидела ягоду, хотела подлететь и сорвать. Были сухие листья, но на ней ожили. Паймон страшно перепугалась. Наверное, это были бабочки-листовидки. Они маскировались под листья, как здесь, да, наверное? Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll forage for food. Я принесу что-нибудь доброе. Игру. Oh, you found some already. А ты успел раньше меня. Да он полезнее, чем Паймон. Миу. Sorry, no part this time. That task wasn't important enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. I'll note little things like this and give a cumulative reward at a later time. That is one reason. It looks really sad. After some further thought, it might come up with some weird misunderstanding if I don't give it something. All right, here's another for you. I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up later. We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. It's settled then. I'll set up some pest-repelling devices so poisonous insects don't come crawling into the tent. Have a good night. Not too good, though. Идите в платку и ложитесь спать. Наверное, это моя любимая миссия. Где кровать? Вон. Ты меня не будешь чпокать? Почему он подглядывает? Смотри. Тут. Здесь смотрит. И правда хочется спать. Это же влияние артерий Земли. Я думаю, у этих травок, которые там стоят. Давно мы не устраивали ночевок на природе. Комаров отпугивать. Думаешь? Ты у него спрашивал? Он сам сказал, что он насекомых против поставил свои благовония. Просто какашки свои ставил. Открывай глаза. И что? Что там такое? Путешественник. You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? Просто отлично. That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I specially used О, two видишь, of он my еще... homemade incenses. Don't worry. They're Эти made from благовония all точно natural они сонные. ingredients. They have a light fragrance and aren't harmful to the body. Speaking of which, have you seen the crab? It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. А ты ему не доверяешь? So you can tell. My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. Until we fully understand the situation, take extra caution.
The academia has banned mechanical life form research for years, so the origin of these creatures is very suspect. Так, сейчас. Короче, запретили изучать механические формы жизни. И этим так. Академия изучения механических форм жизни. Они были очень популярны. Так. Товарищи занимались этим исследованием. Идея была очень привлекательной. С помощью знаний создать новую полезную форму жизни, которая помогала бы людям в покорении природы. Но из каких бы деталей их не собирали, механизм по своей сути способен лишь принимать команды и исполнять их. У них нет самосознания, как у людей и других живых существ. Чтобы исследовать разницу между механическими и природными формами жизни, некоторые особо фанатичные ученые стали практиковать вивисекацию и прочие жестокие опыты над животными. Тогда на изучение механических форм жизни наложили запрет. Но что самое смешное, это только сделало исследователей еще более легкомысленными. Так что вполне может быть, что спустя несколько лет с этой темы снова снимут запрет. Ты не поддерживаешь подобные исследования? Трудный вопрос. Вообще мне интересны механические формы жизни, но не нравится сам подход, который используют эти ученые. Не нравится идея покорения природы? Это всего лишь мое личное мнение. Когда-то мои предки жили бок о бок с валуками, шунами из пустыни. Мы часто друг друга выручали. Поэтому я считаю, что любая жизнь ценна сама по себе. Чтобы понять, как устроена жизнь, прежде всего необходимо относиться к ней с уважением. Жизнь не расходный материал, а знание не скипетр, не корона. Поэтому я не принимаю деятельность некоторых ученых. По той же причине мне пришлось уйти из академии. Разве можно добиться каких-то результатов, если мнишь себя царем природы, если исследуешь чистую жизнь, задавшись нечистыми целями? Я понимаю. Да, это просто здорово. Гуру. Гуру. Кофе? Ты приготовил нам кофе? Гуру. Он явно ждет новые награды. Ладно, раз ты так стараешься нам помочь, вот тебе еще одна деталька. Ты не пустишь ее в дело, у тебя самого многие детали сильно изношены. Да и заряд скоро кончится. Гуру. Ладно, как хочешь. Спасибо за кофе, но мне пора спать, так что это тебе, Алрес. Сдаю дежурство, будь осторожен. Итак, наступило утро. Поймон все проспала. В следующий раз будешь всю ночь дежурить одна. Хи-хи, не беспокойся. В следующий раз Паймон точно не проспит. Алрес, Паймон, доброе утро. Как вы себя чувствуете? Ничего не болит? Голова немного кружится. И у меня. Мы все ближе к источнику утечки. Нужно пораньше выдвинуться в путь. Я соберу палатку, а вы... Как мы можем помочь? Потушите костер, чтобы не случилось лесного пожара, и соберите отпугиватели, которые расставил вчера. Они могут повлиять на местную экосистему. Хорошо, тогда Паймон займется костром, а я соберу отпугиватели. Да, встречаемся на этом месте. Так. Собираем, значит, отпугиватели. Где тут они? Вот еще один. Так. Собрали отпугиватели. Так, пора отправляться в путь. Дальше в лесу нам будет встречаться все больше механических монстров. И влияние артерий Земли будет становиться все сильнее. Если вы почувствуете слабость, разумеется, избегайте схваток. Пока мы не добрались до источника загрязнения, старайтесь не тратить силы попусту. Так. Избегайте схваток. Ну, попробуем обойти. Как я и говорю, чем ближе к источнику загрязнения, тем чаще встречаются механические монстры.
можно как-то пройти, чтобы они нас не заметили? А, нет. Ну, одолейте оставших на пути монстров. There is no escape. You'll pay for that. Так. Ой, 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 сколько вас тут? Now you shall perish. Just like we rehearsed. La 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 la. I'll protect us. Huh. Go! Yeah. Shine down. Ha! Time for retribution. Гуру. Привел нас к какой-то пещере. It stopped here. Он остановился здесь. Если присмотреться, то видно, что растительность здесь и правда немного необычная. И уровень энергии артерии Земли выше нормы. Наверное, это место мы искали. Приготовьтесь, пойдем на разведку. Источник загрязнения. Так, мы входим в данж. Так, ну, таким же составом пойдем. Там кто нужен? Да. А все те же и нужны. Огонь, электро, вода, дендры. И дали тигнари теперь. Так, надо колею подхилить. Так. Как говорится, данж, так данж. Так можно сделать. Ух, сволочи, какашки. Нате, нате. А что он умеет? Что ты умеешь? Контузия? Ты не очень, конечно, ты сносишь, я тебе скажу. Вот так вот. Ну-ка, подожди, Дигнари. На, вот так. Получи. Не, сгоню, и ты никогда не согнешься. Вот так вот. Ну? Что это такое? Что? Это за слово. Впервые вижу такое устройство. Отсюда и вытекает наружу энергия артерис. Это устройство без остановки выкачивает энергию из артерии Земли. Почему же человек, создавший эту установку, не подумал о последствиях? Постоянная помеха в токе энергии не позволяет артериям Земли восстанавливаться. Кошмар, надо скорее ее отключить. Голова кружится. Standing here is equivalent to being directly showered in ley line energy, which may cause irreversible damage to your body. Take Paimon and get out of here. Давай, I'll see if I can find a way to turn this thing off. Отступите в безопасное место, а я выясню, как отключить это устройство. Но артерии Земли тебе ведь могут навредить.
Мы никуда не пойдем. Нельзя оставать тебя одного. Ладно, будем искать вместе. Пульс управления нигде не видно. Значит, здесь должен быть потайной ход. Гуру. Гру. Вот так. Ты что знаешь потайный ход? Смотри, подожди нас. Сундучок. Без круток. Я такой бескрутный. О. Что это за чел? Спит? Ну, может быть, это подобно. His body is cold. It's emaciated, Умер? and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and never got back up. Смерть. What exactly happened here? Гру. Almost forgot about you. Here, this is the last one. What is it doing? А что он делает? I'm not sure. Судя по всему, здесь была Judging by this room's лаборатория, а layout, дальше он должен this быть place was a архив laboratory. материалов. We should find a repository of research documents if we keep going. The file room will В архиве definitely give us наверняка some найдутся clues. какие-то So let's подсказки. go take a Давайте look. посмотрим, вдруг это Maybe we can piece поможет together выяснить, что what здесь happened here. случилось. Соберите materials. Материалы. This place is a natural hiding spot with how hidden it is. Did you two find anything? Ты что-нибудь There are a нашел? lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from 2 years ago. Tape recording? Пленку с записью. Yes, the Spontama created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do not see wider usage. Come on, let's watch it. Hold on, let me figure out how to play the tape. Кажется, оно готово. Ah, okay, this should do it. Kakata? Kakata? Seriously, I look away for 1 Kakadze? second and you're gone? Ну. Гуру. There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what we're about to do? Yes, I Да thought откуда тебе not. знать? Listen up, Kakata. I'm Слушай going to make a внимательно, mechanical Карката. life Здесь form при that can be помощи совершенно новых mass-produced. технологий The я создам technology will be механическую unlike форму anything жизни, else that exists. которую можно будет I'll use запустить в массовое mechanical organs, производство. and electric currents will course through them like blood. A steel cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. Inspiration from the ruins and the research that the Academia had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. It's fine. You will understand. One day, you will understand me. Karkata is the mechanical crab, right? Видимо, And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the да. Academia? Запрещенные исследования. I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the Academia for Нам только что researching об этом mechanical рассказывали, но life спасибо, forms. что напомнил. Junior researcher? Младший товарищ, Yeah? Well, what's wrong? мой половой партнер. Nothing. But I Ничего. was just wondering, doesn't Abatui look older than you? He is, but
academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. Oh. Of course, age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. That isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings. The pipes continue further. Let's head in. Look! Paimon found another tape! A date is written on it. Let Paimon see. It's from Полгода назад, и как она это поняла? That's quite the time gap. I wonder what happened in between. It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? All right, there you go. Гуру. Water entered the Keela and caused it to Ничего short себе, circuit, so it наверное, его couldn't receive понимает. signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. Aren't the bunch at the Academia always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics? Короче, можно сказать, что он живой, They да? were blown away when they saw us talking with each other. Прикольненький. Too bad it was по just a крайней мере, он dream. себя ведет как живой. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. Never mind. I should probably be worrying about next month's power. After Abatui left the Academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. Paimon doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. Let's keep looking around. Давайте поищем. Ой, Тигнали у нас в команде, классно. Долго заряжается. А, они сейчас с обнаводкой, можно вообще не попадать. Прикольно. Following the serial numbers, the next recording should be here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. There's also an undated tape in the wrong spot. Doesn't seem like Abatui put it there. Maybe Karkata helped him with sorting. It's hard to say. These are the last two tape recordings. Let's watch them. Гуру. Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day. In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. I've officially activated the third-generation ley line extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being.
I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Karkata, I wish you could speak to me, even just once. Yes, you cannot understand me, so you cannot answer me either. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. Life goes on, and I have to as well. I don't have any other choice. This is new. If I place another 2 control modules here to simulate the brain's thalamus... of course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Karkata, come help me. Strange. I feel weak. Oh no, I have to shut down the extractor. Shut it off. If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. Right. I never input a command to shut down the extractor, so you don't understand what I'm saying. In the end, it's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. My research... Was there any point to it at all? I'm sorry, Karkata. In the end, I still wasn't able to turn you into a true mechanical life form. I see. So the ley line effluence was an accident. After Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out... Paimon understands. Then why didn't Karkata go haywire like the other machines? Because Karkata is different from the other machines. Structures similar to living organisms, the ability to cry and laugh, and capacity for independent thought. To Abatui, only a machine with these features could be considered a mechanic. Perhaps only by building such a machine could he have the academia acknowledge his protracted research. But if he had slowed down and saw Karkata as a friend instead of an experimental product, he would have noticed. Karkata can't speak. And yet it cares about Abatui far more than it does about itself. What does that mean? You'll see in a bit. But before that, we have a more urgent task at hand. First, let's find the control unit for the ley line extractor and shut it down. О, полетели. Ух ты, нифига себе вот это. Я понимаю, миссия невыполнима. А мне даже упасть не дают. О. Ну и тропинка. Ладно, правильно по ней идти. Ну. Почему меня туда-сюда воротят? Ну, зачем тогда туда надо было убегать? Так. Ух ты. И чё? По кругу прошел, подожди. Может, ну, что-то здесь надо делать? Погоди.
Как-то эта штука активируется же, да, по-моему? Который я стою. А, подожди, вот ее еще идет. Что я нашел? Ой. Че хрен угадаешь? Миу-миу. Миу. Ой, типа. Миу. Ты серьезно? Опа. Ну все, я увидел. Дальше я догадаюсь, наверное. Below us is the final room. The control unit is likely in there. The land's here. Wanna try jumping down? Фига себе. А вот механизмы. Illusion shattered. There is no escape. Let the show begin. Verdict is... Сволочь. Что за дофига, не? Ой. Let's nip that in the bud. Так, Can't see. Shine down. контузия. Now you shall perish. Practice on yourself. Illusion shattered. Go, Barb. Go, baby, go. Да не тормози. Да, молодец. Молодец, быброчка. This should be the control unit. Once we turn it off, the ley line extractor should also shut down. Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair themselves. Oh, but I bet you two are more worried about Karkata. Let's head back. Вернитесь в лабораторию. Ты... Ой, не зависай, Игнарий, ты чё? Маленький сундук не помешает. Всего 11. А! Чё ты делаешь? Ты в луже утонул, чел.
been collecting parts because it thinks doing so will fix its owner? Karkata is unable to understand the concept of death. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state. It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. So that's why it kept stealing mechanical parts. But it can't repair its owner, no matter how hard it tries. Yes, but the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abatui. No one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed. If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Karkata? Karkata? Can you hear Paimon? Tainari says you're awesome! It reached its limit. It hasn't recharged this entire time, nor has it replaced its severely damaged parts. It's a miracle that it managed to hang on for so long. I'm going to confirm that the ley line extractor has shut down. Come with me. Let them be alone for a while. The ley line extractor has ceased operations. Traces of ley line energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. The purification devices will handle the rest. Moving on, those affected by the ley lines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region, and for symptomatic individuals to find Kale. According to the Academia's policies, we need to bring everything back. Research materials related to mechanical life forms will be destroyed, and Karkata will be disassembled and sealed away. You two should return first. I'll take care of things here. Although we've stopped the source of the effluence, the ley line energy in the air exceeds normal values. Your bodies won't be able to hold up if you continue to stay here. But... No. Listen. The Traveler hasn't rested very well, right? Also, it'll take some time to pack up all the research documents. You're not familiar with this research after all, so you won't be of much use here. Tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. Oh, and don't talk about Abatui. The fewer that know about mechanical life form research, the better. Okay. Alright. Then let's go back to Catherine. Let's go back to Catherine. Catherine. Так, где Кэтрин? Чё? В смысле? Каких лечурла? Не понял. Серьезно? Почему не могу продолжить игру, пока не придут дополнительные здания? Игра, ты что, прикалывался, что ли? Я не хочу. Так, давай телепортируемся, наверное. У тебя такое было? Или ты спокойно прошла главу? Не знаю. Я главу прошла, но... Погоди, я сначала квест возьму. А это задание не было доступно до прохождения Фенека. Сейчас я это... Возьму еще одно задание. А что он пропал? Погоди, я зашел в город, и задание пропало. Нормально? Я не знаю. Ну, вообще все пропало.
Да вон оно светится. Просто выше находится. Заглючило. Бля, ой, блин. Я блин сказал. В смысле, еще выше? No problem. С тобой поговорим. И пойдем делать квест вот этого нашего любимого челика. Микрочелика. Как тебе коробик? Прикольный, смешной челик. Кик. Кик, киксный кикс. Так, сейчас берем этот квест и бежим дальше выполнять Фенека. Но перед тем, как выполнять Фенека, нам сказали выполнить какое-то другое задание, которое, видимо, связано с нашим же Фенеком. Или Фиником. Как правильно называется это животное? Фенек. Фенек? А я думал, как фрукт, финик. Так даже повкуснее звучит. Нет. Я пойду на другое задание. Так, что у нас там? Еженедельные. Ну, почти. Какой там уровень? А, 23. Ну, это маленький. Так, погоди, Фенек. Мужество. Нет, подожди. А, я забыл. Там нажми на это задание. О, приключение требует мужества. Еще тут какое-то задание, смотри, светится у тебя, что ли? Это оно и есть почему-то. Это странно. Почему я не могу Фенека проходить? Фенек, ты чё? Фенек. Фенёск. Так, а может там было другое задание? Подожди. Да, куда-то мне не те кнопки нажимаю. К звездным безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Привет, Катерина. Привет, Катерина. Ладно, вы сегодня прекрасно выглядите. Так, без озвучки. Что-то вроде того. Угу. Давай, давай, давай. Будьте смелы к звездным безднам. Все? Серьезно? Я просто подошел к Катерине и все. И квест выполнен. К звездам и безднам. I see. Thank you for your hard work. Вот оно что, спасибо вам. Energy dissipates from the air. We should be able to make an announcement for residents to resume their normal activities. This is the stipulated reward. Вот ваши награды, как мы и договорились. Его что, придется сдать в академию? Он так сломан. Давай. Пойдем и всех спасем. Да, именно так и поступим. Дождитесь 8 утра, без проблем. Паймон нам время перемотает. Потому что Паймон самый лучший покемон. Ты что, выспался? Ты что? Так, там еще у нас телепорт не открыт. Куда нам сейчас лететь? Какая-то печалька вообще. Непонятная. Грустинка, я бы сказал. Быть Паймон. Настоящий покемон. Еще этих пробежать надо. Дотиков. Мими. Фейки прячется. Как? И сами.
Ну-ка, Тигнарыч, докладывай. Keep your voice down. The lilac daphne, a daphne of the genus Thameliaceae, has a strong anticonvulsant effect, can be made into an anesthetic powder. Extrapolating from these two datasets, it would be particularly potent against Piscine species. Hey, make sure you're getting all this down. Карката? Oh, I thought I told you all to keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making my ears ring. You didn't disassemble Karkata? Why would I do that? But Paimon thought you said, according to the Academia's policies... So that's why you two barged in like barbarians at this hour. Fine, I suppose I wasn't clear enough about this yesterday. What I meant was, according to the Academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the Academia discover that place. Anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the Academia, I took an elective course at the Spontama. Who knew it would prove useful one day? We then buried Abatui together. After organizing the research materials, I kept some as a souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. I'm not with the Academia, so what do their policies have to do with me? On the other hand, I am the forest watcher of the Avidya Forest. I have a duty to protect all life in the forest. Оберегать жизнь лесных обитателей. Некий лесничий такой. And Karkata is no exception. Да, и это не особо темные делишки. It shouldn't be carelessly abandoned Это не or destroyed. Вот и отлично. Погоди, ты сейчас сказал «любая жизнь». Значит, ты признаешь, что Карката самое настоящее живое существо, да? The possibility exists, is all. It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. Abatui only left behind a small portion of his research. Дьявола. Who knows how many commands Как ночь проходит, не спится? Добро пожаловать на канал. Подписывайся, ставь лайки. В будущем у нас будет больше всяких интересных игр. Да, сюжетка сценария прикольная. Грустненькая, да. По-моему, первый раз, когда в игре нам показывают, что кто-то умер. Прям труп. Даже сеньора умерла просто, да, за кадром. Но мне кажется, там ее очень жестко расчленили. Поэтому и не показали. Поэтому не показали. Да, я не позавидуешь. Все, задание выполнено. Ох, печальные истории. Даже 60 гемов дали. Что мне тут? Что? Смотри. Почему-то теперь мне дали переключать регион поручений на Сумеру. Кстати, откройте. Да, надо. Когда-нибудь добраться, сейчас доберусь. Я доберусь когда-нибудь до этого телепорта. Телепорт ты где-то здесь. Это еще и точка фотографии. Ладно, товарищ. Что-то ночью вообще мало смотрят. Обычно днем нормально зрители. В общем, как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Так что, Драгон, подписывайся. У нас частенько стримы, скоро будут новые рубрики. И вообще будет весело. Вот. Надо будет днем постримить, чтобы аудитория была. А то по ночам что-то как-то вообще не густо, если честно. Вот. Спокойной ночи. Жалко, ты раньше не зашел.